Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, вот и вернулись наши ноготочки с омбре из аэрографа. На этих ногтях мы делали аэрографию, относилось все чудесно, но в принципе почему не чудесно это будет носиться, поскольку у нас в аэрограф был налит гель-лак и ничего у нас не покололось. Если кто-то вдруг не видел коррекцию с омбре аэрографом, обязательно посмотрите, ссылочку для вас где-нибудь оставлю. Тем временем, пока мы производим столь надоевшие нам регулярные подготовки ногтей, о которых вы уже все знаете, я хочу немножечко с вами пообщаться. В первую очередь я хочу спасибо сказать огромное всем моим зрителям за поддержку моего канала. Девочки, спасибо вам большое. Каждый комментарий, каждый ваш пальчик вверх, да и пальчики вниз тоже мне очень важны, потому что они действительно помогают развиваться каналу, помогают развиваться мне, несмотря на то, что я кричу, что я никогда ничего менять не буду. Да-да, если кто-то из вас заметил, я все-таки сходила на курсы по маникюру, я отрабатываю маникюр, и как бы я его не любила, тем не менее я стараюсь сделать так, чтобы у вас было как можно меньше негативных эмоций от просмотра моих роликов. Поэтому спасибо, девочки, за ваше мнение. Если вам есть что сказать, обязательно пишите. Я читаю каждый ваш комментарий. Я каждый ваш комментарий вижу и на каждый отвечаю. Мы же тем временем, как обычно, подготавливаем ногти. В этом месте мы заспорили с мужем, он мне сейчас помогает с монтированием видео. Мы решаем, нужно оставлять эти все моменты в роликах или лучше их выкинуть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вам нужна вся эта подготовка, каждый ролик. По 150 раз мы с вами подготавливаем ногти, наносим праймер, базовый гель. Честно, мне уже самой надоело об этом каждый раз говорить. Не надоело ли вам точно так же, как и мне, это слушать, потому что вы все это знаете. Может быть, стоит начинать ролик не с этого, может быть, стоит начинать ролик с покрытия. Или уже даже вообще накрашенные ногти вам показывать. Зачем показывать, как красить ногти? По-моему, красить ногти умеют все. Девочки, мне очень нужна ваша помощь. Я хочу услышать ваше мнение. Пожалуйста, откройте комментарии, напишите туда. Для меня это будет безумно полезно. Итак, наносим базовый гель, он у нас отвечает за сцепление искусственного материала с нашим ноготочком. И далее, после того, как мы просушили базовый гель в лампе хорошенечко 2 минуты, мы переходим непосредственно к моделированию. Вот здесь начинается уже что-то интересненькое. Итак, в данном случае мы будем моделировать с той любимой нашей Инной выкладной белый френч. Но поскольку Инна очень любит выкладной белый френч, а я его очень не люблю, нам каждый раз приходится искать какой-то компромисс. В данном случае мы решили, чтобы сделать компромисс между Инниным желанием белого френча и моим нежеланием его делать, мы решили сделать белый френч с крупными блестками и со светящимся в темноте пигментом. То есть он будет вроде бы как по-инному белый, но, по-моему, не совсем белый, потому что в нем будут блестки, а еще он будет светиться, что-то интересное. Можно будет смешать материал, можно будет сделать какие-то лишние манипуляции. В общем, все, как я люблю, поработать над дизайном. Итак, для того, чтобы в принципе сделать выкладной френчик, нам необходимо изначально смоделировать язычок удлинения. Язычок удлинения у нас должен быть красивой формы, особенно на миндалях. Форма удлинения должна повторять форму свободного края. Для того, чтобы у нас был четкий, красивый бортик удлинения, нам необходимо его подпилить. Хотя в полигеле можно изначально очень чисто выложить бортик, и от опила в этом случае можно будет отказаться. А теперь смотрите внимательно нюанс. Для того, чтобы усики мои никуда не потерялись, я беру белую красочку и подвожу их по самое не хочу при помощи белой краски. А теперь еще один интересный момент. Как вы видите, блесточки я смешиваю с прозрачным акрилатиком.
Туда же буду добавлять светящийся пигмент, но говорила с вами о белом френче. Девочки, возьмите свои полигели и попробуйте прозрачный материал взбить, то есть его перемешивать таким образом, чтобы там получилось много-много маленьких пузырьков. Вы увидите, как материал побелеет, он станет белым, при этом он не будет более хрупким, он не перестанет пропускать через себя свет для того, чтобы светонакопитель этот свет мог накопить и потом отдавать в качестве свечения. Но и как вариант, если у вас нет белого полигеля, то таким образом его можно для себя сделать. Он получается, конечно, не кипельно-белый, не прям вырви глаз, а такой спокойно молочный цвет. Опять же, если кто-то это попробует, отпишитесь мне, как вам такой результат и нужен ли вам вообще этот нюанс в работе. Например, для меня это было действительно важно в этом моменте. И точно так же, если у вас есть очень темный полигелишный камуфляж, который вам не подходит, вы тоже можете его сделать немножечко светлее путем взбивания. В общем, экспериментируйте. Надеюсь, я нашла для вас что-то интересненькое. Если же вы хотите сказать мне спасибо за то, что я с вами этим поделилась, сделайте репост этого ролика у себя в соцсетях и напишите к нему фразу «Лайфхак с полигелем». Во-первых, благодаря этому вы не потеряете этот ролик и всегда сможете его найти для того, чтобы получить какую-то подсказочку. А я буду видеть, конечно же, ваши репосты в своих соцсетях, и мне будет безумно приятно. Тем временем мы выкладываем таки белый френч. У нас получился именно тот белый, который понравился Инне, который понравился мне. У нас получился идеальный белый вариант. После того, как все у нас хорошенечко просохло, мы берем фрезу, берем фрезер и убираем явные излишки материала с поверхности наших ногтей. Обычно эти излишки находятся на боковых сторонах и сверху нашей арочки. Если у нас ногти вниз растущие или какие-то проблемные, то, конечно же, лишний материал будет убираться еще за счет внутренней арки. В общем, снимаем весь лишний материал фрезой и потом допиливаемся пилочкой буквально в 2 движения. Как я говорила, лишний материал у нас всегда оказывается со стороны внутренней арочки. Поскольку здесь мы немножечко довешивали нижние направляющие, которых мне не хватило, у нас получилось довольно много материала на боковых сторонах. Его весь нам нужно убрать при помощи фрезера. Изначально я основную массу убираю толстенькой фрезой для того, чтобы сделать это по-быстренькому, а потом
тоненькой фрезой дочищаю всю поверхность. Внимание, девочки, вот такие тоненькие фрезы появились в продаже у нас в магазине. Безумно удобные, очень хорошо вычищают все, полностью убирают натуральный ноготочек и при этом не доставляют неприятных ощущений клиенту. Поскольку у них очень тоненький носик, и они могут довольно глубоко залезть, не дотрагиваясь до кожи клиента. Покрываем наши ноготочки финишным покрытием. Если необходимо, ставим для себя круглую лампу и выравниваем блик по круглой лампе. Я долго, честно уговаривала Инну еще что-нибудь нарисовать на этих ноготках, но, к сожалению, мне это не удалось. И отснять итоговый вариант на видео мы забыли, потому что мы снимали для вас сторис о том, как они светятся в темноте. На этом у меня сегодня все. Всем до новых встреч. Пока!